Друзья мои, всем привет! Хочу поделиться, как я вяжу японское плечо. На данный момент тема актуальная, как бы новая техника, и не все еще ее познали. Я из тех людей, которые люблю понимать, почему я должна там развернуться на этой петле, а не на другой, либо почему я должна сделать убавку или прибавку. И в целом, пока я не понимаю конструкцию, мне бесполезно смотреть какие-то ролики, чтобы научиться этому. И вообще на ютубе я не нашла ни одного ролика, который бы соответствовал моим требованиям и моим всем потребностям там связать по какому-то тяжелому мастер-классу первое, допустим, свое японское плечо. То есть я не понимаю, почему здесь так, а не так. То есть мне никто ничего не объяснил, поэтому я сама в этом во всем разобралась и теперь готова с вами поделиться. По вот этому кофейному джемперочку, целиком его не показываю, что все отвязано. Я тут немножко заморочилась с рукавом. И все, по этому изделию у нас будет прям попетельный мастер-класс. Что такое японское плечо? Мы начинаем вязать со спинки, где у нас двойной скос. Вопрос был в телеграм-канале. Кстати, присоединяйтесь к нам в телеграм-канал. Есть чат для общения. Вы там можете какой-то модели разобрать, там что-то по узору спросить. То есть в основном все телеграм-каналы, чаты в них закрыты. У нас чат открыт, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и общайтесь. Итак, что такое двойной скос? Смотрите, мне в помощь пригодилась моя выкройка, которая делала в натуральную величину. Я пополам ее сложила для того, чтобы она у меня умещалась в кадр. От шеи на каждом участке в 10 сантиметров у нас вот эту линию, чтобы получить, да, мы делаем замеры и строим выкройку. У меня получается на меня 2 сантиметра, на маму 3 сантиметра. В принципе, это и то значение в среднем подходит, ну, примерно большинству подходит. 2-3 сантиметра. И еще через 10 сантиметров, ну, допустим, возьмем цифру 2 сантиметра. Следующие 10 сантиметров, соответственно, если здесь 2, здесь уже 4 сантиметра должно быть. Двойной скос – это когда мы скос спереда переносим на спинку. То есть от верхней точки, где у нас соединяется горловина и плечевой скос сам, от верхней точки двойной скос – это ровно получается на 10 сантиметрах ровно 2 высоты. То есть если на 10 сантиметрах у меня, скажем, 2 сантиметра должен быть скос, то двойной скос это 4 сантиметра. То есть вот так прокладывается линия двойного скоса. Вот этот момент, я думаю, понятен, да? Давайте я сейчас приложу. Это вот то, что я первое самое вязала. То есть выставляю петли вертикально, да, и вот сюда прикладываю, выглядывает уже часть переда. Но я думаю, сейчас сумею вам показать. Как видите, здесь двойной скос плеча, да? Так, так, ну и здесь так, так, вот так и вот так. Как определиться при вязании? Я сейчас помогу вам с образцом, чтобы вы уже, кто понял, кто с опытом, можете уже начинать вязать свои шедевры. Как узнать, какой ритм здесь нужен? Условно, визуально говорю, чем толще пряжа, тем меньше шаг. Это мой опыт показал. Чем тоньше пряжа, тем шире шаг разворота на плече. Для примера, на толстой пряже, скорее всего, я говорю скорее всего, потому что не точно, надо вязать образец обязательно. При толстой пряже я бы разворачивалась на 1 или 2 петлях. При средней пряже это примерно, опять говорю, примерно 3 петли. На тоненькой пряже 4-5 петель является шаг разворотом. Дальше. Двойной скос. Как связать образец? Набираем энное количество петель, неважно, чем больше, тем лучше. И начинаем. Петли горловины можно не набирать, а просто петли плеча. И начинаем по 3 петли, например, провязали 3 петли, вернулись до конца ряда. Провязали 3 петли, захватили новых 3 петли и вернулись. До конца провязали. И так далее. 3 петли, новых 3 петли, вернулись. Еще новых 3 петли, вернулись. И так далее. Если такой ритм вы прикладываете к выкройке, и он у вас, например, ушел вниз, сильно вниз ушла линия, значит по 4 петли пробуйте.
Здесь зависит от толщины пряжи. Ну, вот таким образом я лично вязала образец, и он мне помог. Может быть, и вам поможет. Мне попалась вот такая вот, когда я начала вязать японское плечо, мне попалась вот такая картинка. То есть вот здесь указан двойной скос, вот здесь указан обычный скос. И здесь я не обратила внимания сначала, здесь нету скоса проймы. Как видите, здесь прямая пройма. И далее нарисован вот этот треугольник, который, если сложить, если нарисовать вот эту выкройку на бумаги, и вот по обычному скосу, его вам плохо видно, но я надеюсь, вот показываю, по обычному скосу сложить, то вот здесь, видите, какой треугольничек образуется, который нужно будет, когда мы петли наберем для переда, вот здесь еще придется вывязывать вот такой треугольник. Слава богу, что когда я вязала вот это свое первое изделие, я просто из-за того, что посадка будет лучше, делала убавки, получается. Если мы вяжем снизу вверх, то мы здесь делаем прибавки. А когда мы вяжем сверху, то мы здесь делаем по пройме убавки, да? Ну, давайте, вот выкройка, допустим. Если я вяжу снизу вверх, я сначала делаю подрез, добавляю петли для подреза, а потом делаю прибавки для скоса проймы. Но здесь не очень хороший скос нарисован. Ну, как бы, это все чисто вот для наглядности. А если мы вяжем сверху, то, конечно же, мы закладываем в ширину плеча еще по 3 сантиметра, но это при моей выкройке, там, по-моему, даже 4, ну, достаточно 3 будет. То есть набираем на 3-4 сантиметра плечевой скос шире, и потом делаем убавки. Если не делать вот этих убавок, тогда придется надвязывать вот этот треугольник. Когда мы зацепимся и начнем вязать уже перед, то придется сначала вывязать вот этот треугольник, того, чтобы подняться к обычному скосу, и дальше делать прибавки со стороны правой полочки справа, со стороны левой полочки, соответственно, влево, чтобы при сложении у нас вот здесь вот все было ровно и не получилось надвязывать треугольник. Треугольник сейчас покажу, что я имею в виду. Вот в изделии видно, что не было скоса по пройме, и поэтому образуется вот такой треугольник. Когда набираете на петли рукава, то придется вот это вот компенсировать разворотными рядами. То есть человек выпускает платный мастер-класс, но до конца не разобрался, как я считаю, выкройки. Вот здесь тоже такая же история. Вот здесь скоса проймы нет, поэтому вот этот участок, когда поднимаешь петли для рукава, вот этот участок придется надвязывать укороченными рядами. И это очень неудобно. Ну, плюс еще и технически будет верно, что скос проймы тоже обязательно нужен. И теперь покажу на выкройке. Смотрите. Я сделала, вот нарисовала на бумаге 2 выкройки, ну, как видите, не в натуральную величину, а чисто для вот такого визуального восприятия и понимания. Значит, вот спинка, вернемся к ней. Вот это обычный скос плеча, привычный, обычный, а вот это получается двойной скос плеча. И вот квадратик, вот этот треугольничек я зачеркнула, да, там, ну, чтобы было понятно. Мы начинаем вязать со спинки. Спинку отвязали с двойным скосом. То есть вот этих треугольничков у нас нет. Еще пока нет у нас вот этих треугольников. Мы отвязали спинку с двойным скосом, сделали убавки по пройме, потом прибавки для подреза и так далее. И возвращаемся к переду. По переду, как мне показала практика, никаких укороченных рядов не нужно. Нужно связать ровно в половину по количеству рядов по прямой. Видите, если вот этот участок вот соединяют 2 детали переда и спинки, и мы получаем четко прямой участок, причем еще и по горловине он здесь грамотно сделан. То есть мы же какой-то, если округлая горловина, то мы какой-то участок ведем по прямой, да, чтобы получить округлую. А потом уже делаем прибавочки там по 1 петле, по 2 петли, но это при вязании сверху получается. И ближе к центру уже побольше количество петель добавляем, ну и в конечном итоге центр добираем. У меня V-образный вырез,
на одном из изделий. Я здесь сделала прибавки через один лицевой ряд в каждом 4-м ряду. Ну, здесь уже смотря какой вырез хотите. То есть понятно, да, насколько все просто получается, что здесь не нужны никакие укороченные ряды. Повторюсь 10-й раз, при условии, что у вас будет скос проймы, что вы его заложили изначально. Тогда мы вяжем по прямой, и как видим, у нас уже петли для переда развернулись нужным для нас образом. Мы дальше продолжаем вязать, делая скос по пройме, убавки. Повторяем все как на спинке. А здесь формируем горловину, делаем прибавки для горловины. И таким образом, когда мы наше изделие, мы свяжем спинку, свяжем 2 полочки, соединим их, у нас получится обычный скос плеча. Так, ну думаю, все понятно, да? Еще раз повторюсь. Сначала вяжем двойной скос плеча, потом, когда начинаем вязать перед, ровно в половину меньше рядов мы вяжем изначально по прямой. У нас вот эта точка верхняя, обязательно ее помечаем. Сейчас я вам вставлю видео, где я показываю прямо это четко на изделии. Вот это будет являться верхней точкой плеча обычного скоса. И часть спереда у вас уже будет связана. И часть спереда у вас уже будет связана. И петли на спицах лежат прямо как положено. То есть никаких укороченных рядов не нужно делать. Единственное, только убавки и прибавки для горловины, да? И убавки по пройме. Теперь покажу, как это выглядит на практике. Вот у нас двойной скос, спинка, углубления все вывязаны у меня. И теперь переверну. Я набирала петли, я набираю по изнаночной стороне для того, чтобы лицевая косичка была видна. Именно подчеркнуть японское плечо. Набрали, отвязали половину. В моем случае, в данном изделии, 12 рядов. Так как скос плеча у меня был на 26 рядах, поэтому половину рядов, наборный ряд первый и еще 12, то есть половину это от 26, это 13 рядов я вяжу по прямой. Теперь вот фокус, который я показываю, да, вот здесь я обязательно ставлю маркер со стороны проймы, обязательно, потому что это верхняя точка плеча будет. И складываем вот так наискосок получается. Ну, в данном случае не особо видно, поскольку здесь спица и непонятно, да. У нас получается вязание выравнивается, я имею в виду направление петель прям четко идет ровно, как на полотне по спинке, так и на полотне по переду. Вот этот маркер у нас, вот так это выглядит со стороны спинки. Это двойной скос, а этот обычный скос плеча. И это является верхней точкой. Вот 12 рядов мы, которые отвязали, а часть полотна у нас пошла, вот этот треугольник ушел к переду. Дальше мы вяжем по прямой, за исключением, вот прибавляем здесь петли, какие нужно, а здесь с нужным ритмом делаем убавки.